Второй день, утро. 6 мая. Погодка сегодня пасмурная. Солнца почти нету. С утра капал дождь. И ветер сегодня, конечно, посильнее, чем вчера. На обед тоже по прогнозу обещает дождик. Небольшой. Такой, что намочит, конечно. Второй день, утро. Кучу давайте. На бок. На бок. В принципе, пока сымать нечего, все как всегда, так что будем пасть. Там вон людишки побежали, коров выгоняли тоже. Ну, погодка, конечно, не ахти, восхода не видно, солнце совсем за тучей. А в той стороне так вообще синеет. После обеда к нам дойдет что-то. С утра совсем мелкий брызг, так только капли на пыли видно и все. Погодка у мою такая, что только не хватает снега с градом. 6 мая, 9 утра, 13 градусов тепла, ветер 18 с порывами до 18 метров в секунду, ну а так где-то в районе 9 метров в секунду. Короче, где-то 60 километров в час, наверное, да? Ой, капец. Погодка у мою такая, что только не хватает снега с градом. Это было бы вообще зачет. И как интересно. Трава на пастбище слабая. Внизу еще более-менее зеленеет, а только чуть-чуть на бугор и все. Серая, осенняя, посохшая. Жиденькая совсем травка. Все-таки стоило выгонять не с 4 мая, а с 9, после 9. Потому что холода не дают ее расти, да, и все равно чувствуется, что засуха. Влаги по-любому не хватает. Раньше тут был ручеек, вот видно от него такой след. Вода стояла до июня точно, то и до июля. А сейчас в апреле он уже сухой, потресканный. Именно возле ставка. По яру то тут особо воды и не было там в некоторых местах. А возле ставка вода стояла долго, потому что родничок там был, такая земля напитанная. А сейчас в апреле уже засохшая и потресканная земля. Земля, суглинок, глина. Вот такие-то дела. Так что еще с прошлого года, учитывая прошлый год, то засуха.
Не такая сильная, как в прошлом году, когда в апреле уже пыль столбом стояла. Сейчас еще такого нету. Но все равно чувствуется недостаток влаги. И все, скорее всего, из-за прошлого года. Не восполнились запасы в почве. Все ушло быстренько. Такие-то дела. В середине лета тут и травы-то не будет нифига, если не будет регулярных дождей. Ну, даже не регулярных, а частых. При регулярных тут тоже будет фигня. Надо такие, чтобы каждую неделю лили, а не так, как у нас тут в нашей местности. Один месяц это в лучшем случае, а то по 2 месяца засуха. Брызнет, капнет пылюку. То ли прибьет, то ли не прибьет, и все. На том весь дождь. Особо уже и не помнится, когда тут у нас стояли нормальные лужи. Или вообще не набираются, или уходят за пару дней. А раньше, помнится, вода стояла долго и нудно, зеленая по лужам. Только и объезжали те лужи. А сейчас капец. При таких осадках на буграх, конечно, не будет травы. И вот сейчас серые стоят. Еле-еле. Зелень какая-то. Для коров, конечно, классно. То есть не для коров, для пастухов. Когда травы мало, то коровы меньше бегают. А грызут, что есть. Но и молока что меньше. А при изобилии травы начинается беготня. Вот тогда уже по-настоящему пасем. Ну а сейчас еще такое, обживаются. Бегают, нюхают после зимы. Все интересно. Что тут да как изменилось. Короче, шухер тоже наводят порой. Сегодня будет чаек с Пасхой снова. Кофе я вчера так и не попил, пришел домой, выпил. Сейчас попробуем чай какой. Нормальный пить можно. Такой кусок хороший, да? Да. Класс. Зашибись. Вкуснятина. Сегодня ветер сильный. Но тут, где я сижу, почти нету. Подувает иногда, но спокойно более-менее. Коровки уже положились. Большая часть отдыхает. Время без 15:10. Ну, как обычно, к 10 часам ложатся. Но некоторые все еще лазят по бурьянам.
Чаек идеальный по температуре. Лезут куда попало, задолбали. Не дадут даже чаю попить. Еще и своя корова, блин. Чай весь выпью сразу. Вода еще есть, так что ничего страшного. Чтобы не таскать его. Что вам еще рассказать? Как я докатился до такой жизни? Я в такой жизни родился. Одену капюшон, а то все-таки поддувает, блин. Mi Band 4 пишет, что вы слишком долго сидите. Но никогда не предупреждает, что вы там слишком долго ходите. Слишком долго бегаете. Так, еще конфетку возьму, чтобы допить чай. Вот такую, которая вчера растаяла. А сегодня нифига, сегодня холодно, блин. Сегодня не растает. Я вообще таких не люблю, шоколадных. Это бурундучок. Надо было ее с Пасхой сразу. Тогда нормально. Вообще с орехами сладости не люблю. Коровку еще возьму. Вот такая буренка. Эти конфеты вкусные. Вчера погодка была, конечно, поприятней. Надо будет коров пересчитать. Должно быть 34. Ну, первый раз посчитал, да, 34. Но их не всех видно. Все, последние капли чайку. Чай, кстати, зеленый. От черного чая у меня бывает желудок болит. Посмотрим, сколько осталось. Чуть-чуть совсем. Ну там уже с осадком такое. Ну и нафиг пить. На пружинке. Открывается хорошо. Так только. Есть также замочек, но закручивать надо туго, потому что если хорошенько не закрутишь, пропускает. Вчера пропускал, но сегодня я уже так хорошо закрутил, даже не замыкал. Держалось все нормально. Сухой вытянул.
Но на всякий пожарный все равно его в пакет. Хоть он уже и пустой. Сегодня очки, походу, и не пригодятся. Солнца нет. Не слепит. Как и кепка тоже. Ну что, все. Покушали. Теперь можно и поспать. Теперь можно и поспать. Коровок еще больше лягло. Почти все лежат. Пару штук пасутся. Тогда пол-11 они где-то полежат. А потом начнутся карусели. Вправо, влево, взад, вперед. Бегать будут. Ну все. Всем приятного аппетита, кто там кушал. Коровки почти все полягли. Пару штук еще пасутся. Сколько? Раз, два, три. 3, 4, 5, 6. 6 пасется. 4, 5, 6. Да, 6 пасется. Сейчас мы находимся за ставком. Вот это вот, где деревья растут впереди. Это дамба. И там ставочек. Ставок такой хороший, глубокий. Не сильно большой, но глубокий. И раньше с этого ставка бежал ручей. Потому что за дамбой там слева в углу есть родник. Сейчас со ставка вода не бежит. Все позасыхало, позарастало. Раньше в этом ручье и травы не было, была глина. Такое, глина с водой. Сейчас все травой заросло. Вот так-то. Настолько меньше воды стало. Да и родник в ставке замулился. Никто там не прочищает, даже ставок уже подсыхать начал. Камышами зарастать. Там, где мель была, откуда родник бежал. Ну, ставок интересный был, в нем даже раки водились. Потому что, наверное, вода была проточная. Сейчас не знаю, есть там раки, нет. Но на рыбалку, если пойдешь, фиг что поймаешь. Одни пескари, в лучшем случае. Это тут возле меня лазит. В желтых штанах. А? Ты меня ужалить хочешь? Ты подкрадываешься как. Незаметно. После обеда подперли новых коров. Теперь стадо все как змеиное куло шевелится. Хреново пасутся, бегают. Да, будет весело пасть после обеда. Если это можно будет назвать так. Как в цирке на арене звери бегают. Так, у меня аж голос подхрип от этих кричаний. Куда пошла?
Ну, немножко успокоились. Вроде начали пастись. Но это все равно недолго. Пока какие-нибудь в поединке не сойдутся. Чтобы роги себе пообламывать. Что за зверье? Мы пасем, а дождь идет. Никакого покоя. Вот же веселуха. Новых коров выгнали. Штук 6 или 7. Весело сегодня пасть. 6 мая. Еще и дождь. Погода, блин, отстойная. Будет часов до 6 идти этот дождь. Мелкий, но противный. Блин, наш телефон мокнет. Кое-как пасутся, но не идеально. Ну, это и понятно, конечно. То ли еще будет, когда будем вечером домой гнать. Вот веселуха будет. Ну ладно, вот такая вот погодка. Тучи, дождь. 6 мая. Градусов 13, наверное. Ну что, потихоньку пасем. Дождик пока перестал. В принципе, не сильно холодно, нормально, тепло. Главное, что дождик перестал. Так намного комфортней. Коровы пасутся, но воду мутят. Бегают все-таки. Ну что, после обеда стало 41 корова. Было 34, стало 41. 7 коров добавилось. Еще будет. Так что будет 42, а то и больше. Дождик продолжает моросить. Гад. Слякоть. Чуток вроде так плащ просох, но снова начал брызгать. Коровы пасутся, но так с трудом, в натяжку, можно сказать. Бегают, крутятся вокруг стада. Новички, новопосвященные. Вокруг стада гасают, рогами их штыряют, в семью принимают. А дождик моросит. Ну, до 6 будет. А сейчас только 5 часов. 2 минуты 6. А может, такой мелкий будет брызгать и часиков до 8, как по прогнозу стоит, в принципе. Вот такие-то дела. Ладно, продолжаем этой фигней страдать. Не ожидал я такого, что сегодня еще пополнится стадо. Там вон помощники стоят. Опа. Вот они. И батя бегает, заворачивает этих сучек. Хитрожопые эти твари рогатые. Это точно. Вы не обращайте внимания на их наивность. Лисицы еще те. И умные, заразы. Так что надо ухо держать востро. Ну что, второй день окончен. Второй день как полдня за 2 дня, можно сказать, зачитается. Это капец. Сегодня походили, дай боже. Само херово, блядь. Вон уже стоят, встречают. Целая толпа. Ну, закат 6 мая просто шикарен. Прям слепит глаза. Прям слепит глаза. Травка блестит после дождика. Фух, за коровами набегались. Блин, аж жарко, можно пот вытирать. Шапка будет мокрая. Как я и говорил. Шапка на шапке, кепка от солнца, шапка от холода. Погодка просто огонь. Ну, коровы сегодня побесились.
Вместе я с ними взбесился. Походу, завтра я охрипну. И голоса не потяну. Ну его к черту так пасть. Вызывайте дрона. Дронов пусть летают, пасут, блин. Это капец. Эй, пошли! Ой, какие вы голодные, наши коровушки. По-моему, вам и соломы это жирно будет. Эй, пошла!